Привет-привет! Сегодня 13 марта, и мы в Лондоне. Как вы видели в предыдущем видео, случайно мы попали на парад. А из-за него мы немного опоздали на ту церемонию, на которую мы ехали. А на этот раз я даже рада, что мы немного опоздали, ведь парад тоже был интересным. Сейчас мы с вами направляемся к Букингемскому дворцу, чтобы посмотреть смену караула. По сравнению с тем, что здесь творилось раньше, можно сказать, что народу почти нет. Этим мы и воспользуемся и попробуем как можно ближе подойти к забору. Строевая подготовка и оркестры, играющие музыку, все вместе делает смену караула одним из самых популярных аттракционов Лондона, олицетворяющим помпезность и военную церемонию, которыми славится Великобритания. Церемония сегодня началась в 11 утра и будет длиться 45 минут. Смена караула в Букингемском дворце – это церемония, на которой Королевская гвардия передает ответственность за защиту Букингемского дворца и Сент-Джеймского дворца, сменяющей их новой гвардии. В июне и в июле эта церемония проводится ежедневно, а с августа по май – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Королевская гвардия обычно представлена одним из 5 полков пешей гвардии, мгновенно узнаваемых по их знаменитым медвежьим шапкам и красным туникам. Сейчас они не в красном, из-за того, что сейчас на них зимняя форма одежды. Музыкальную поддержку оказывает полковой оркестр или барабанный корпус. Время от времени в церемонии принимают участие волынщики. Именно из-за них мы сегодня здесь. Я просто обожаю волынщиков. А кто будет представлен на смене караула, всегда можно найти в интернете. В британской армии есть полки как конной гвардии, так и пешей гвардии, существовавшие до 1660 года и со времен правления короля Чарльза II. Эти полки несли ответственность за охрану дворцов государя, гвардейцы полностью боеспособные солдаты. 5 полков британской пешей гвардии имеют честь защищать королеву в ее различных замках и дворцах: Гренадерский, Колдстримский, Шотландский, Ирландский и Уэльский гвардейский. Это солдаты, которые носят внушительные шапки из медвежьей шкуры. Со своей типичной любовью к преуменьшению британская армия на самом деле называет эти огромные шапки кепками.
Впервые их надели британские солдаты в 1815 году, после поражения войск Наполеона в битве при Ватерлоо. Происхождение этих, казалось бы, чрезмерных шлемов всходит к XVIII веку. В то время артиллеристы британской и французской армии носили эти огромные шапки из медвежьей шкуры, чтобы казаться выше. Считалось, что это запугивало их противников. Французский император Наполеон одевал своих имперских гвардейцев в подобные шляпы, когда он был у власти в начале XIX века. Во время Великой битвы при Ватерлоо, когда британцы разгромили армию Наполеона, они собрали медвежьи шапки с трупов людей Наполеона и привезли их домой в качестве трофеев. Во знаменование своей победы британцы приняли подобные головные уборы для солдат, охраняющих королевские резиденции. Стандартная шапка из медвежьей шкуры составляет 18 дюймов, это чуть более 45,5 сантиметров, но весит всего 1,5 фунта, это примерно 680 граммов. Владельцы говорят, что шапки довольно удобные, легкие и прохладные. Тем не менее, ремешок для подбородка должен быть затянут довольно туго, и к этому нужно привыкнуть. Каждая шапка стоит около 650 фунтов. При бережном отношении она прослужит 80 и более лет. Шапки сделаны из меха канадских черных медведей. Излишне говорить, что это огорчает защитников прав животных. Поэтому личность британской компании, которая их производит, держится в строжайшем секрете. Британская армия использовала различные синтетические заменители шкур, но пока искусственные меховые шапки теряют форму при сильном ветре и промокают под проливным дождем. Сегодня как раз накрапывает дождь. И представляете, сколько эта шапка весит, когда она намокает? И церемонию завершают волынщики. Они своей музыкой меня просто завораживают.
все закончилось. Люди расходятся, фотографируются, а мы пойдем в ближайший парк. Он называется Сент-Джеймс's Парк, площадью 23 гектара, в Вестминстере в центре Лондона. Он находится на самой южной оконечности района Сент-Джеймс, названного в честь больницы для прокаженных. Это самый восточный из почти непрерывной цепочки парков, которая включает Грин-парк, Хайд-парк и Кенсингтонские сады. Это парк первой степени, внесен в реестр исторических парков и садов. Когда здесь гуляешь, было бы хорошо иметь с собой орешки. Белочки их очень любят, а они тут уже привыкшие и едят с руки. Самих белочек я уже не снимала, вы их уже видели сотни раз. А орешками я поделилась с туристами. Вот они-то устроили фотосессии. И еще здесь очень много разных птиц. Есть даже пеликаны и попугайчики. Через весь парк мы не пойдем. Пойдем через мостик, так нам ближе к машине. А вы посмотрите вид в обе стороны. Это уже начинает цвести магнолия. Цвет этой магнолии мне очень понравился. Такого я еще не видела. Это Фрайри Корт. Он является частью Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Он используется после смерти правящего монарха. Здесь собирается совет, чтобы объявить нового монарха по линии умершего монарха. Как только монарх приносит священную клятву совету, геральдмейстер с подвязками вступает в галерею прокламации, которая выходит на монастырский двор, чтобы объявить о новом монархе. Он также использовался для нескольких других церемониальных функций. Здесь проводятся также королевские благотворительные мероприятия, неотъемлемой частью которых является королевская семья. Немного отъехали от центра, мы находимся в районе Челси. Сегодня мы приехали на электрической машине, надо ее немного подзарядить, и за это время мы с вами немного погуляем. Мы пересекаем мост Альберта, автомобильный мост через Темзу, соединяющий Челси с центром Лондона, спроектированный и построенный в 1873 году. Как модифицированный вантовый мост, он оказался конструктивно ненадежным, поэтому между 1884 и 1887 годами он включил в себя некоторые конструктивные элементы подвесного моста. В 1973 году Лондонский совет добавил две бетонные опоры, превратив центральный пролет в простой балочный мост. В результате сегодня мост представляет собой необычный гибрид трех разных дизайнерских стилей. Это здание внесено в список памятников английского наследия второй степени. Прошли через мост, и мы с вами находимся в парке Баттерсей, который представляет собой зеленую зону площадью 83 гектара. Он расположен на южном берегу Темзы напротив Челси и был открыт в 1858 году. До 1846 года территория, ныне покрытая парком, была известна как поля Баттерсей, популярное место для дуэлей. А позже здесь частично располагалась знаменитая непристойная таверна «Красный дом», которой покровительствовал Чарльз Диккенс. А сейчас мы с вами смотрим на красивую цветущую белую магнолию и лондонскую Пис-пагода. Первая Пис-пагода в Англии построена в конце 1970-х годов в городе Милтон-Кинс. Это в городе, в котором я живу. А эта Пис-пагода построена в Лондоне в 1980-х годах. Это высотой 33,5 метра, украшена 4 позолоченными статуями Будды с 4 сторон. По всему миру насчитывается более 80 таких пагод мира, в том числе одна в Вене, Австрия. Парк был показан в фильмах 1960-х годов, таких как «Горго», «Неправильная рука закона» и «День, когда земля загорелась», а также в эпизоде сериала «Мистер Бин» в 1991 года под названием «Мистер Бин едет в город». Первые 50 секунд видео на сингл группы One Direction «One Thing» были сняты в бывшей части парка Festival Gardens. И еще всеми известный фильм 1996 года «101 далматинец» также снимался в парке Баттерсей. В конце полюбуемся Лондоном с цветущими магнолиями, и на сегодня все, мы поехали дальше, а вам хорошего дня. Увидимся скоро,
но уже в другом месте.